Итак, вторая часть. Мир демонов или работа с демонами. Часть вторая. В первой части я рассказала вам историю демонов, происхождение, характеристику и прочее. Откройте, посмотрите, чтобы ваша картина была полной. В этой части я буду вам рассказывать работу с ними, как с ними начинать налаживать контакт. Дорогие друзья, демоны сами выходят на контакт. Если ты выбран ими, если ты пришел в этот мир для того, чтобы быть проводником между демонами и людьми, они сами придут, они сами будут приходить и во сне, они будут приходить и в видениях, они будут приходить и в каких-то определенных подсознательных таких моментах. По-всякому они будут вас вести по жизни, учить, обучать, охранять, мстить за вас и прочее. И приведут к высшим ступеням мастерства. Поэтому те, которые действительно призваны, те, которые за собой эту силу чувствовали, знают, те, которые не задают вопрос, есть ли у меня дар или нет у меня дара, потому что это не дар, это в какой-то мере проклятие, и это правда. Проклятие не в том смысле, что мы прокляты, никому не нужные люди. Нет, нам дают все, что мы хотим. Мы живем на широкую ногу, мы живем как хотим, как нам хочется. Но вот в то же самое время мы носим крест. Мы тащим этот крест на себе, потому что это человеческие судьбы. И это нелегко и просто эти судьбы менять. Так что в каком-то отношении это и проклятие, понимаете? Потому что моральные работа, моральные страдания, вот внутренний конфликт и прочее, прочее, это намного тяжелее, чем, например, прийти с завода и лечь отдохнуть, да. Та же самая женщина, там, крестьянка, которая у себя дома держит гусей, кур, коров и с мужем трактористом может быть намного счастливее, чем та самая ведьма, которая ходит в коже, в бриллиантах, но в то же самое время взяла на себя огромную ношу человеческих жизней, бедствий, жертв и так далее. Поэтому, если человек изначально уже чувствует за собой это, видит и знает, он никогда не задается вопросом, есть ли у меня дар, нету, не... все. Об этом мы говорить не будем. Мы говорим о том, что уже состоявшиеся в этой сфере люди, уже выбравшие себе путь, должны научиться знать, как работать с миром демонов. Информации очень много, информации очень противоречивой, очень много хрени всякой для того, чтобы пополнить форумы. Поэтому давайте будем из этого всего разбираться. Значит, первое. Демоны сами придут и найдут себя. Они не любят тех, которые на коленях ползают, то души продают, еще чего-нибудь, на все готово ради того, чтобы их заметили. Им такие малодушные, такие бедные, несчастные, бесхребетные совершенно неинтересны. Они ищут личностей, сильных личностей, волевых личностей, которые особо и не хотят им служить и быть с ними рядом, которые хотят свободы от этого всего. И они начинают ломать, тащить, уговаривать как угодно, то так, то сяк, то на тебе деньги, то на тебе красивую жизнь, то на тебе славу, любовь и так далее, пока человек не поймет, что никуда не денется, а значит, придется смиряться. Ну, раз смиряться, значит, дайте мне то, что я хочу. Вот. И идет работать в эту сферу. Далее. Что происходит вообще в контакте с демонами? Первое, что вы будете замечать вначале, это вмешательство в вашу сферу, это непонятные сны, это непонятные предупреждения, это трепет вот такой, знаете, и желание узнать о них больше. У вас начинается ужасающий голод знаний в начале. Они тебе предоставляют одно, другое, ты просто все это проглатываешь, покупаешь книги бесконечные там, тут, узнать, тут прочитать, чтобы все это вникнуть, понять. До этого у тебя ясновидение, это я уже говорила, да, человек, который связан с миром демонов, он обязательно ясновидит, потому что демоны все рассказывают о людях, все, буквально. Человек звонит, чтобы к тебе приехать, а ты уже говоришь, а я знаю, зачем вы хотите ко мне приехать, у вас это и то, и у них там слезы, в общем, они в шоке и прочее. Но если вспомнить, как говорили в древние времена ведьмы, да и вообще, да, вот эти деревенские бабки, если вспомнить, когда шли к ним, что они говорили? Знаю, с чем ты пришла. Это даже осталось в сказках.
Значит, первый признак ведьм, первый признак того, что ты имеешь силы, что ты общаешься с демоническим миром и можешь попросить и получить у них, это ясновидение. Ясновидение, то есть тебе дают. И это ясновидение могут дать через карты, через камни, через хиромантию, через, я не знаю, прочитание звезд, просто видя через как-то вот, через человека. Просто пробегает перед твоими глазами жизнь человека, как короткометражный фильм и так далее. Неважно, как они дают это ясновидение, но ты ясно видишь. Ты видишь это все. Это первое. Это первый признак того, что у человека есть ясновидение, значит, есть связь с демонами. Значит, демоны его любят, охраняют и выбрали. Далее. Человек со временем еще сильнее и больше видит. Далее, у всех ведьм, у всех сильных практиков обязательно какое-то увечье есть, о котором они то говорят, то не говорят. Обязательно есть некое увечье, которое вот с ними случилось. Хоть как, там, с рукой непорядок, плечо одно выше, чем второе, хромает. Ну вот какое-то увечье обязательно. Это та самая жертва, которая берет демонический мир и заключает с тобой договор навеки, на всю твою жизнь и далее, в общем, через твои поколения и детей, и внуков, и правнуков. Это та жертва, которая тебя берет. Это как печать, это как гарантия того, что ты никуда не уйдешь. Это определенное увечье. Далее. Демоны испытывают человека. Испытывают, то есть ведьму, колдуна, как хотите. Изначально жизнь не сахар. Я уже об этом очень много рассказывала, говорила, как это происходит. Последний момент, когда считает человек, что пропал, из ниоткуда рука поднимается и помогает ему выйти из бездны. Это связь с демонами. Это то, что они все время на чеку, все время следят за твоей жизнью. Когда у тебя усиленное ясновидение, когда у тебя уже то, чего ты хочешь, и ты к этому идешь, и ты видишь, что ты поднимаешься по ступеням мастерства, происходит такой момент, называется, знаете, подняться до ранга демонов. Конечно, не высших демонов и не великих демонов, но в демонический мир тебя принимают. Это я сейчас так вскользь говорю, потом объясню, как это медленно, спокойно, через годы происходит. Демонический мир – это ранг демонов, посвящение в демонический мир. Это когда они тебя принимают настолько, что стоит тебе что-то захотеть, и тебе это приносят. Они не начинают читать твои мысли. Стоит тебе кому-то сказать, чтоб ты сдох, и через некоторое время ты узнаешь, что он попал в аварию, еле отделался или не отделался. Это когда люди, которые тебя трогают, у них начинается какое-то мракобесие, сумасшествие, просто скатываются вниз – уничтожаются как личности и полностью сжираются теми демонами, которые рядом с тобой. То есть опустошаются. Опустошаются в пользу тебя. Ты чувствуешь себя под охраной, под защитой, тебя никто ничего не может сделать. Ты получаешь то, что ты хочешь. И, собственно говоря, ты ощущаешь все время присутствие неких сил рядом. Все, у тебя есть связь с демонами. Но как постепенно начинать с ними налаживать контакт. Вызов сразу демонов забудьте. Да и вообще я хочу вам сказать, что ведьмы за свою жизнь это делают несколько раз. Мы не каждый божий день сидим и вызываем демонов или демоническую силу. Мы обращаемся к ним. Но это не говорит о том, что мы вызываем их. То есть вот вызываем черных принцев ада, черную троицу и прочее. Демонам дали различные, скажем, варианты объяснений демонов. Те же самые шумерские демоны, которые у нас здесь, да, объясняются, скажем, в славянской традиции есть пантеон бесов, там объясняется, подразделяется демоны и так далее. То есть, дорогие друзья, это те же самые демоны, просто у каждого народа по-своему их характеризуют, по-своему называют и дают определенные функции и обращаются, и натачивают мастерство, как с ним обращаться, кто что любит, кто как принимает и прочее. В этом деле вот это составители, да, пантеона бесов,
Я им очень благодарна, потому что они по мере возможности донесли до человека, до практика, какой демон что любит. Вот это вот русский пантеон бесов, он очень интересен, если изучить. Опять же, да, возникнет вопрос, откуда это пришло? Эта информация извне дается. Есть определенные книги, которые, знаете, кутерьма, просто вот отсюда взято, оттуда взято, переделанные этнологии и так далее, которые, ну, просто из ниоткуда сочиненные вещи. Ну, я уже об этом говорила, там много всяких таких книг, не будем сейчас об этом говорить, которые на самом деле во многом и новоделы, и переделанные этнические какие-то элементы. Но, с другой стороны, говорю еще раз, что у сильных практиков работает все. Есть люди, которые просто авторы. Они просто авторы книг, они просто авторы, собиратели этого всего, и прекрасно, что они все это собирают воедино, перерабатывают, по-своему как бы это все делают и подразделяют, и улучшают и прочее, и имеет возможность практик взять, изучить через вот это все демонический мир. Итак, первое, вы должны изучить демонический мир. Изучить, много читать, много сопоставлять. И религиозные традиции мира – это демонические. И традиции шествия святых – это демонические. Потому что, посмотрите, очень сильно напоминает, ну, те же самые католические праздники, напоминает шествие определенного демона. Когда люди там в истерике выступлений кричат, когда у них определенный экстаз, состояние измененного сознания, то же самое религиозный фанатизм, дань демонам, вот этой энергии, да, дань демонам. Эти крики, кидают монеты, поклоняются, ставят благовония, свечи, обеспечивают демоническому миру силу. То есть демоны проникли даже через вот эти религии для того, чтобы для себя собрать энергию. Под видом новых святых, под видом новых религий проникли все равно демоны. Они пришли для того, чтобы собирать энергии, дань жизни. Что если кто-то наивно полагает, что это изгнание сатаны, это призыв сатаны, дорогие мои. И очень многие христианские праздники, христианские атрибуты, христианские ритуалы и прочее очень напоминают черную магию. Прям черную, самую зловещую магию, которая существует. То же самое, скажем, мощи святых. Это точно так же, как и в Африке, через некоторое время вытаскивают там, значит, окоченело уже тело своих предков, одевает в одежды, начинает плясать, начинает покланяться, просить каждому свое, целует, подходит и так далее. Чем вам не африканский культ вуду, например, да? Никакому колдуну и не снилось столько черепов, столько частей тела, столько сухих трупов, сколько есть в церквях. Поэтому хочу сказать, что демонический мир, он проник везде. Просто демонам очень выгодно, удобно считать, чтобы люди считали, что они изгоняют дьявола этим и тем самым усиливают, наоборот, его эгрегор. Далее. Изучение демонов – это раз. Своими словами, разговоры с ними – это два. Почитание, силы потусторонние, силы темные. Помогите, не оставьте. Я знаю, что вы рядом, я вас почитаю. Скажите, где моя ошибка. Не наказывайте, покажите, простите, если я сделала нечаянно, не зная, вас обидела, задела, я не знала и так далее. Говорите с ними, как бы вы говорили со своими приятелями. Вот все эти ритуалы, естественно, я вам дам. Далее момент. Значит, защитный круг от демонов, спасение от демонов. Читайте защиту 50 раз там от демонов, потом вызывайте демоническую силу. Чертите круг, пентаграмму, встаньте посредине, скажите «чур меня, чур», туда-сюда и читайте демону, чтобы он пришел. Значит, вот один момент. Вы читаете защиту, вы призываете определенную силу, которая придет вас защитить, так? Эта сила приходит и становится. Вы себе начитали защиту, потом вы вызываете темную силу, демоническую силу. Демоническая сила спускается и видит там уже охранников ваших, тех, которых вы призвали.
Вам, может быть, это не очень понятно, но практикам это понятно. Они приходят, мы их не видим, но они есть. И часто бывает, что во время ритуалов снятые какие-то там, значит, эти фотографии, да, проявленные, показывают определенных сущностей. Они всегда есть. На похоронах эти сущности есть, везде. Так вот, вы призываете одну силу, чтобы защититься от другой силы, но в то же самое время вы вызываете демона. Если он приходит, или его сила, или его свита пришла, чтобы услышать и донести до него вашу просьбу, вы столкнули лбами две силы, дорогие друзья. Если ты призываешь своего друга домой, ты вокруг себя стену не строишь, чтобы он домой не мог зайти. Ты вызвал этого человека, да, к себе. Ты говоришь, приди, твоя помощь мне нужна. Он приходит и видит, что у тебя огроменная стена, метр толщину, ты закрылся, ты закрыл на замок, ты все это, все, что возможно, ставни тоже прикрыл, и оттуда из-под ставни смотришь и кричишь и говоришь, помоги мне вот в этом-то деле, поможешь, он тебя пошлет на 3 буквы, отвернется и уйдет. Так вот, если ты призываешь демоническую силу, перед этим читаешь защиту, где там логика? Если ты защитой себя оградила, закрыла, вызвала определенную силу, станьте рядом, защитите от демона, туда-сюда, потом вызываешь демона и просишь у него что-то, и думаешь, и уверен, что он тебя услышал и помог, и что твое желание сбылось. Ты очень сильно ошибаешься, потому что две силы столкнутся. И они накажут тебя за это. Они накажут тебя за непрофессионализм. Потому что если ты вызываешь демона, значит, вызывай. Если ты еще не уверен, что ты боишься его, если ты чувствуешь неуверенность, значит, пока еще не вызывай. Ты не готов к этому. Но если ты вызываешь, никаких защитных вещей не читается. И не нужно. Если ты уже состоявшийся практик. Потому что ты одну силу обижаешь другой силой. Нельзя этого делать. Призываешь демона, готов к этому, ты уже это делал, эти ритуалы, вот призывай. Нечего две силы сталкивать, потому что эти две силы тебя накажут. Обязательно накажут. Он придет, увидит другую силу. Эта сила будет кидаться на другую силу, на эту свиту, которую ты вызвала. Они между собой устроят потасовку, они между собой устроят энергетическую войну. Виноват кто? Виноват ты, и ты по шапке получишь. Так вот, если ты не уверен, что ты можешь вызвать, не вызывай. Если ты вызываешь, не вызывай другую силу, которая тебя от него защитит. Потому что еще хуже будет. Следующий момент. Демоны читают мысли. Они могут прочитать мысли, поэтому очень часто бывает, что человек говорит, я предвидела, я вот знала, у меня прям были эти предчувствия. Это не обязательно предчувствие и предвидение. Это бывает, что они слышат то, что ты думаешь, и они это делают. И человек этим соблазняется, он начинает думать, ой, у меня дар, я это видела, я это знал. 1 раз, 2 раза, как в казино, знаете, в игру затянут, а потом все, человек проигрывает, все, что у него есть. То же самое, учтите. Есть люди, которые одержимы этой идеей быть великими, быть сильными, быть колдунами, магами и так далее, и так далее. Так вот, как только они начинают вот этот круговорот, у них может одно получиться, второе получиться. Их это затянет, это слава, все такое, и они потеряют осторожность и погибнут. Точно так погибли очень многие те, которых раскрутили, сделали из них колдунов, магов, не знаю, по телевидению несколько раз пробежались, заключили контракты с ними, да, для работы и прочее. Через некоторое время они умерли в молодые годы. И где эти все великие, неотразимые, все там всемогущие колдуны, маги и победители всяких разных битв? Потому что их затянули, забрали их энергию, все, они не нужны. Некоторых из них, которые там показываются как такие все прямо гламурные дамы и так далее, вот сейчас посмотрите их через несколько лет, они как выжатый лимон, полностью выжаты, и жизнь выжата. Вот к чему приводят вот эти все балования демоническими всякими штучками, когда тебе туда место заказано, да? Следующий момент. Демоны, ангелы и прочее. Хочу вам сказать, что демоны, это, согласно Библии, бывшие ангелы, да? Но вообще демонический мир, он, вот все духи, все силы, и ангелы, которых вы называете, и прочее, прочее, это все мир демонов, это все божества, это все силы. Могут ли демоны убить человека? Могут убить человека
Но в основном демонический мир вообще, ну, как бы под запретом трогать человеческую жизнь. Они могут напугать, они могут явиться, человеческая психика не выдержит, он сойдет с ума, либо умрет, сердце остановится и так далее. Такие моменты могут быть. Но в мире, во Вселенной нет абсурда. Там все логически, там все разумно построено. Если человек не переступил определенных законов Вселенной, запрещено любому демону, любому духу прийти и как бы вмешаться, да, внедряться в его сферу. Если его предки совершили какой-то проступок, если он пролил невинную кровь, если он обездолил людей, если он сделал там определенные вещи, и люди начали его проклинать, а проклятие – это мольба справедливости на самом деле, да, чтобы он вот почувствовал, как мы и так далее, то через некоторое время эта мольба справедливости слышится, приходят и начинают человеку мстить. То есть дают добро, то есть разрешают трогать его жизнь. И тогда демоны могут появиться, например, когда он за рулем ночью едет, да, внезапно какое-то лицо может в стекле появиться, водитель свернет в сторону, ударится об дерево и умрет. Откуда такие сведения? Такие сведения от людей, которые оставались в живых рядом, например, с водителем. Да, они говорили, что резко он на что-то посмотрел, закричал и повернул руль. И вот так опытный водитель, например, погибают, и люди ломают голову, что там случилось. Либо детей забирают испорченного рода, либо детей забирают, которые пришли для того, чтобы совершать зло. То есть демоны знают наперед, что этот ребенок из себя представляет, как именно вырастет, и если род благословенный, если род, ну, грубо говоря, на хорошем счету, этого ребенка забирают. Это больно, все плачут, все переживают, все там убиваются и так далее, но проходит время, но умер ребенок и умер. Но если ребенок растет и становится преступником, становится, скажем, для своего рода просто проклятием и позорищем, это намного хлеще. Так вот, демоны иногда могут детей забирать в малом возрасте, когда они знают, кто он в будущем будет. И вот ребенок, иногда родители говорят, ребенок там смеялся, сам с собой разговаривал, там огукал, и утром просыпается, удар просто по спине жуткой лапой, вот след остается, и ребенка нет, ребенок умер. Иногда бесследно бывает, что ребенок просто умер. Вот по непонятным причинам никак не объяснить, совершенно здоровый ребенок ушел. Забрали. Либо забрали за проступки рода, либо забрали наоборот, чтобы очистить род от того, кто в итоге сделает, собственно говоря, этот род искалечить, да? То есть в этом отношении они выступают как охранники рода. Так что от демонов только зла ждать весьма глупо. Еще раз говорю, что это силы, которые могут и поощрять, могут и наказывать. Постепенно изучая демонический мир, вы узнаете, что любит каждый демон, как обращаться с ним, как их призывать, как прийти на перекресток к демонам перекрестка, как попросить помощи демонов там определенного места, да? Как попросить помощи демонов тьмы, как их не злить, как их задобрить, как попросить помощи демонов кладбища, которых по-разному называют, то погостник, то еще кто-то. В любом случае. Я думаю, что более будет правильно и весомый, да, если я просто следующий ролик посвящу тому, что вам отдам вот четкие, ясные инструкции и ритуалы по поводу того, как начинать с ними взаимодействовать, как открыть дорогу к демону, как попросить, как призвать его в свою жизнь, как взять охранника демона, как понять, что они от тебя хотят, как попросить их прийти во сне сказать, как попросить их прийти наяву сказать, подсознательно сказать, да, как помочь человеку, чтобы его слова усилились, чтобы они исполнялись, чтобы у него слово обретало энергию и прочее, прочее. В конце концов, как стать зрелым практиком, чтобы подняться на ранг демонов, демонического мира, и как это вообще происходит. Вот следующий ролик будет посвящен этому, но сейчас, в данный момент, я пойду отдыхать. Всем удачи!